Глава 1511. Камень Меридиана. Значит, на его теле осталась только моя метка слежения. Выражение лица седовласой красавицы потемнело еще больше. Они пошли на огромный риск, рискуя войти в адскую реку, и если бы они не смогли получить ни божественный эликсир адской реки, ни дьявольские сокровища, то они бы потратили столько усилий напрасно. Как ни странно, Лю Цзу оставался очень спокойным, и фигура в малиновой мантии также быстро успокоилась после первоначального приступа гнева. Они оба, казалось, что-то созерцают, в то время как седовласая красавица села в воздухе, скрестив ноги. В то же время 8 призрачных монархов позади нее превратились в поток инской ци, окруживший ее тело, тем самым значительно увеличив ее уровень культивации, чтобы позволить ей попытаться активировать следящую печать в теле Хань Ли изо всех сил. Черная ци беспорядочно хлынула вокруг нее, и душераздирающие призрачные крики усилились. Было совершенно ясно, что седовласая красавица черпала всю свою силу, на которую была способна. Время шло медленно, и почти 2 часа пролетели в мгновение ока, но седовласая красавица все еще не преуспела в своих усилиях. Лю Цзу и фигура в малиновой мантии просто терпеливо ждали, и ни один из них не пытался ее торопить. Вскоре раздался разъяренный голос седой красавицы. Моя метка слежения также была уничтожена. Он никак не мог сделать это в одиночку. Неужели это дело рук Му Цин? Черная ци рассеялась, раскрыв седовласую красавицу с грозным выражением лица. Это вполне может быть госпожа Му. Кажется, она даже больше интересуется сокровищами дьявольской гробницы, чем божественным эликсиром, размышляла фигура в малиновой мантии, гладя свой подбородок. Несмотря на их уловки, ни один из демонических монархов не предполагал, что Юань Я и Ян Ли смогут применить секретную технику сбора инской ци, которая могла бы помочь Хань Ли уничтожить метки один за другим. Конечно, это было также связано с тем, что используемые ими искусства культивации призрачного Дао действительно были совершенно уникальными. Седовласой красавице внезапно пришла в голову мысль, и она спросила: независимо от того, кто за этим стоит, я прослежу, чтобы они заплатили за то, что они сделали. Брат Дисюэ, эти дьявольские артефакты важнее для тебя, чем для кого-либо другого. Несмотря на это, тебе удалось сохранять удивительное спокойствие. Неужели у тебя припрятаны какие-то другие хитрости в рукаве? Лю Цзу также повернулся к фигуре в малиновой мантии с намеком на улыбку на лице. Фигура в малиновой мантии усмехнулась в ответ и сказала: «Я действительно подложил кое-что в тело Хана, но его все равно будет довольно сложно найти. Я не смогу выследить его так точно, как я мог с меткой слежения, но я смогу без проблем определить его приблизительное местоположение. Однако этот малыш Хань, конечно, очень осторожен. Он сопротивлялся побуждению вызвать духовных слуг, которых я ему дал. В противном случае он уже бы стал жертвой моей секретной техники, и ничего бы этого не произошло». На лице седовласой красавицы появилось своеобразное выражение, и она сказала, нахмурившись: «Сейчас не время для шуток, брат Дисюэ. С сильным духовным чутьем Ханя, как могло ускользнуть от его внимания, что ты поместил секретную технику на этих духовных слугах? Ха-ха, на самом деле нет ничего плохого в самих духовных слугах. Ключ кроется в кровавом пакте пленения, который я изобрел и наложил на этих духовных слуг. Как только кто-то введет свое духовное чутье в этих духовных слуг и использует их однажды, они определенно не смогут избежать привлекательности этой секретной техники. Они захотят использовать духовных слуг во второй раз, а затем в третий, пока они полностью не очарованы ими и не потеряют самообладание. Жаль, что он даже ни разу их не использовал до этого момента. В противном случае я определенно смог бы обнаружить его и контролировать, даже если он даже не осознает, что что-то не так. Фигура в малиновой мантии, казалось, придерживалась мнения, что нет смысла что-либо скрывать, поскольку они собирались скоро войти в дьявольскую гробницу, поэтому он решил раскрыть все 2 другим демоническим монархам. Выражение лица седой красавицы немного изменилось, и она потеряла дар речи, услышав это. Лю Цзу также был явно озадачен коварным планом Дисюэ. Но если этот сопляк Хань не использовал этих духовных слуг, то как ты сможешь определить его местонахождение? Спросила седовласая красавица. Все просто. Я наполнил тело духовных слуг камнем Меридиана, холодно хмыкнул Дисюэ зловещим тоном. Камень Меридиана. Это чрезвычайно странный материал, который забирает янский элемент каждый полдень и полночь, тем самым позволяя им обнаруживать друг друга. В этом случае ты также должен сам носить один из этих камней. Только в местах, изобилующих инь. Ци, как адская река, сможет сработать свойство обнаружения этого материала. При обычных обстоятельствах мы не сможем использовать этот эффект. Я действительно удивлен, что ты смог найти такой бесценный предмет. Насколько мне известно, наш континент Тянь-Юань даже не производит этот тип камня, и они также имеют чрезвычайно ограниченное применение для культиваторов, подобных нам. В этом случае даже Лю Цзу не удержался от находчивости Дисюэ. Я не искал этот предмет намеренно. Много лет назад я убил существо с другого континента,
и просто так случилось, что у него был небольшой кусок этого материала. Я решил оставить его в большей степени из-за того, что он был довольно редким, но кто бы мог подумать, что это действительно пригодится. Камни обнаружат друг друга только на мгновение в момент полудня и полуночи, а у самого сопляка Ханя нет другого камня меридиана, так что он никак не сможет заметить, что что-то не так, сказала фигура в малиновой мантии с хитрым блеском в глазах. Ха-ха, это великолепно. Сейчас недалеко от полуночи, так что давайте отправимся в том направлении, где исчезли метки. Используя свойство обнаружения камня меридиана, мы сможем выследить его. Просто убедитесь, что ты выследил его, пока не вернулась марионетка раса падёнок с серебряным клинком. Этот клинок, кажется, является легендарным клинком 5 драконов, божественным духовным сокровищем, которое занимает очень высокое место в хаотическом свитке 1000 духовных сокровищ, поэтому лучше не сражаться с ним напрямую, если мы все таки столкнемся. Что касается этих двух адских грозовых молний, они не уйдут далеко от своего логова, так что нам больше не нужно о них беспокоиться, предупредил Лю Цзу, глядя в небо. Если подумать, никто из нас и представить не мог, что у тебя окажется способ сразиться с клинком 5 драконов, брат Лю Цзу. Только благодаря тебе мы смогли отразить атаки этой марионетки и сбежать, усмехнулась седовласая красавица. Ты слишком добра, госпожа Лань. Я не заставил эту марионетку отступить, она просто перенапрягала свое духовное чутье при использовании клинка 5 драконов и была вынуждена отступить сама по себе. В противном случае, если битва закончилась, затянувшись чуть дольше, я стал бы жертвой этого клинка. Лю Цзу покачал головой с намеком на страх в глазах. Седовласая красавица и фигура в малиновой мантии обменялись взглядами, и их лица также слегка побледнели, вспоминая события, которые развернулись в подземном дворце после ухода Ханьли. Способности клинка 5 драконов были поистине устрашающими. Если бы марионетка высвободила всю мощь сокровища до того, как Лю Цзу вырвался из золотой формации над зеленым прудом, тогда была большая вероятность, что они оба уже погибли. Однако нам не нужно слишком беспокоиться. Несмотря на то, что клинок 5 драконов чрезвычайно устрашающий, марионетка полностью перенапрягала свое духовное чутье, так что вряд ли она снова прийти за нами. Пока мы будем начеку и продолжим держаться вместе, с нами все будет в порядке, сказал Лю Цзу, приходя в себя. Услышав это, седовласая красавица и фигура в малиновой мантии согласно кивнули. После этого 3 демонических монарха не медлили и умчались вдаль. Глубоко внутри адской реки вспыхнул малиновый свет перед белой пещерой, и марионетка в малиновых доспехах вылетела из пространства. Она поднял ногу и собирался шагнуть вперед, но духовный свет беспорядочно вспыхнул по всему его телу, и она плашмя упала на землю. Затем из тела марионетки со звоном вылетела полоска серебряного света и исчезла в пещере. «Почему ты в таком плачевном состоянии? Неужели мой клинок 5 драконов недостаточно мощный?» Раздался голос пожилого мужчины, и он был, как всегда, ровным и равнодушным. Действительно, в этом мире было очень мало вещей, которые могли бы заинтересовать его. Зеленый свет вспыхнул в глазах марионетки, и она, с трудом поднявшись на ноги, ответила почтительным тоном: «Клинок 5 драконов невероятно могущественен, но я слишком бесполезен, и мое духовное чутье не могло поддержать клинок, иначе все злоумышленники уже были бы мертвы. Твоего духовного чутья не хватило. Ты, должно быть, дважды высвободил силу клинка 5 драконов и оба раза использовал его слишком долго, верно?» Голос старика оставался совершенно бесстрастным, словно он просто уточнял что-то совершенно несущественное. Я был слишком жадным. Я не использовал всю мощь клинка 5 драконов с самого начала, так как хотел заманить всех посторонних и убить их вместе, но среди них был предатель из нашей расы, который обладал способностью, которая была способна противостоять мощи клинка 5 драконов в течение короткого периода времени. Резервные меры, которые я установил, также были разрушены из-за непредвиденных обстоятельств, что позволило им сбежать. Марионетка в малиновых доспехах ответила слабым голосом. Понятно, голос старика в пещере лишь отрывисто ответил и снова замолчал. Внезапно марионетка в малиновых доспехах слегка повысила голос и сказала: «Старший Цзян, у меня есть еще одна просьба». «Кажется, ты уже просил меня об одолжении, не жди, что я буду сражаться за вашу расу падёнок». Услышав это, голос старика стал холодным. «Я бы не осмелился даже мечтать о чем-то подобном. Я всего лишь хотел попросить старшего Цзина использовать оставшуюся часть моего духовного чутья, чтобы направить мое истинное тело в эту адскую реку. Эти злоумышленники уже забрали божественный эликсир, и если я не верну эликсир, меня ждет суровое наказание», объяснила марионетка в малиновых доспехах. «Направить сюда твое истинное тело. Ты сошел с ума. Раса падёнок не могут оставаться в этом месте в течение длительного периода времени, иначе их культивация будет серьезно повреждена инской ци.
Судя по твоим словам, все злоумышленники довольно мощные, так что даже если твое истинное тело прибудет сюда, ты, скорее всего, все равно не станешь им достойным соперником. Может быть, ты снова хочешь одолжить мой клинок 5 драконов?» В голосе пожилого мужчины наконец прозвучала нотка удивления. «Я действительно собираюсь снова одолжить ваш клинок 5 драконов, старший Цзян, но, возможно, мне на самом деле не понадобится использовать его еще раз, так как мое истинное тело прибудет сюда с божественным гнездом», мрачно ответила марионетка в малиновых доспехах. Голос. «Божественное гнездо». Хе-хе, я правильно услышал. Ты собираешься использовать такую штуку, только чтобы разобраться о нескольких существах золотого ранга. Кстати, разве у тебя есть сила, чтобы использовать такую штуку? Если я правильно помню, эти вещи всегда находились под контролем тех старых монстров из вашей расы подёнок. Разве они не являются козырями вашей расы, которые используют только тогда, когда ваша раса находится на грани краха? Теперь пожилой мужчина в пещере был по-настоящему заинтригован. Глава 1512. Начало новых неприятностей. Вы не ошиблись насчет этого, старший, но предмет, который я собираюсь взять с собой в это место, не является одним из священных артефактов нашей расы. Это точная копия сокровища, которое недавно было изготовлено старейшинами нашей расы, и чтобы быть полностью точным, его на самом деле следует называть ложным божественным гнездом. В сокровище может быть только один вид священного насекомого, и это всего лишь разновидность священного насекомого очень низкого ранга. Кроме того, эта копия — одноразовое сокровище, поэтому ее можно использовать только один раз, честно ответила марионетка в малиновых доспехах. Ложное божественное гнездо, а? Интересно. Я много слышал о широко известных божественных гнездах расы подёнок, но никогда не имел удовольствия лично наблюдать одно из них в действии. Хотя это не настоящее божественное гнездо, его копии будет достаточно. Я могу призвать сюда твое истинное тело, но тебе придется заплатить определенную цену, если ты снова хочешь одолжить мой клинок 5 драконов, медленно сказал пожилой мужчина. Но я взял с собой только один флакон с эссенцией иньской воды, в голосе марионетки звучала неуверенность. Ничего страшного, просто принеси мне остатки своего ложного божественного гнезда, когда закончишь. Это не так уж много, не так ли? Спросил пожилой мужчина. Вы хотите ложное божественное гнездо, старший? Марионетка в малиновых доспехах действительно начала колебаться. Хе-хе, если ты не хочешь, пусть будет так. Я хотел этот предмет только для того, чтобы расширить свой кругозор. Ты действительно думаешь, что я могу разгадать секреты вашего божественного гнезда, просто изучив его останки? Сказал пожилой мужчина беспечным голосом. После краткого размышления марионетка в малиновых доспехах пришла к выводу, что сражаться с злоумышленниками в одиночку из ложного божественного гнезда слишком рискованно, поэтому она стиснула зубы и ответила: «Хорошо, я сделаю это, но с одним условием. Я могу оставить здесь остатки гнезда только на месяц. После этого мне придется вернуть их, иначе я не смогу ответить перед старейшинам нашей расы». Ха-ха, это все, что мне нужно было услышать. Я немедленно призову сюда твое истинное тело. Хорошо, что у меня есть здесь немного твоего духовного чутья, с которым можно работать. Иначе даже я не смог бы призвать тебя в это место. Изнутри пещеры послышался взрыв смеха, а за ним последовал глухой стук, и небольшое облако серебряных нитей подхватило марионетку в малиновых доспехах, а затем затащило ее в пещеру. Марионетка исчезла в мгновение ока, и примерно через 5 минут из белых горных хребтов в воздух вырвался чрезвычайно мощный всплеск духовного давления, после чего в воздух поднялся толстый столб золотого света. К столбу света неистово мчались порывы иньских ветров, и в окрестностях, после череды громких ударов, появилась бескрайняя черная ци. Это явление закрыло всю окружающую территорию, из-за чего невозможно было увидеть, что происходит внутри. Спустя долгое время молния пронзила тьму, как могущественный змей, и исчезла во вспышке, после чего изнутри вырвался резкий визг, наполненный негодованием и зловещей энергией. Ханьля выдохнул и открыл глаза, и выражение его лица было наполнено восторгом. «Брат Хань, последняя метка успешно уничтожена», позади него раздался очаровательный голос Юанья. «Спасибо за вашу помощь. Я не думал, что от последней метки будет так сложно избавиться. В противном случае, если бы она пустила корни в моем теле, и нам пришлось бы усовершенствовать ее, не изгоняя. Теперь, когда все 4 метки уничтожены, я наконец могу вздохнуть с облегчением». Ханьли повернулся и сложил кулак в знак благодарности двум женщинам. «Хе-хе, нет нужды благодарить нас, брат Хань, ты тоже спас нам жизнь», усмехнулась Юанья слегка измученным тоном. Яньли тоже улыбалась, но ее лицо было довольно бледным.
Это не было большим сюрпризом, любой человек страдал бы от симптомов перенапряжения после контроля над такой огромной формацией в течение полудня. При виде этого Хань Ли сразу же взмахнул рукавом, и два маленьких зеленых пузырька вылетели вперед, зависнув перед двумя женщинами. В этих флаконах зеленые иньские таблетки, которые, несомненно, будут весьма полезны для вас обоих. Моя младшая боевая сестра и я действительно нуждаемся в таких таблетках, поэтому я с радостью приму их, брат Хан. Ян Ли улыбнулась и взмахнула рукавом в направлении пузырька, выпустив оттуда темно-зеленую таблетку, изучавшую сильную иньскую ауру. Глаза Ян Ли загорелись при виде таблетки, и она взяла ее двумя пальцами, начав внимательно осматривать. Затем она проглотила таблетку и закрыла глаза, активировав свое искусство культивации, чтобы лучше усвоить силу таблетки. Юань Я на мгновение помедлила, а затем снова выразила слова благодарности Хань Ли принять другой пузырек, достав оттуда одну из таблеток. Хань Ли терпеливо ждал женщин, пока они впитывали силу таблеток, которые только что приняли. К этому моменту вихрь в небе уже исчез. Черный шар также уменьшился до размера примерно 10 футов, и из-за того, что формация перестала функционировать, он начал медленно растворяться в черном тумане, и казалось, что он тоже скоро исчезнет. Через некоторое время две женщины открыли глаза одна за другой, и их лица стали выглядеть намного лучше. «Брат Хань, эти таблетки были очень драгоценными, верно? Младшая боевая сестра Юань и я смогли восстановить большую часть утраченной иньской ци за такой короткий период времени», — сказала Ян Ли. «Я рад, что они вам пригодились», — с улыбкой ответил Хан Ли. «Брат Хань, это небезопасное место. Что нам делать дальше?» — спросила Юань Я с озабоченным выражением лица. «В самом деле, мы должны немедленно уйти отсюда. В тот момент, когда метки были уничтожены, они раскрыли бы наше приблизительное местоположение демоническим монархам. Что касается того, как мы будем действовать дальше, нам, естественно, придется вырваться из этого пространства и вернуться в мир духов. Конечно, проще сказать, чем сделать, но, по крайней мере, это цель, к которой мы можем стремиться. Давайте обсудим это подробно, когда мы покинем это место», — сказал Хань Ли с торжественным выражением лица. «Хорошо, мы сначала уберем формацию, а потом сразу же уходим». Хань Ли был одним из них с самым высоким уровнем культивации, поэтому женщины, естественно, последовали его примеру. Таким образом, они вдвоем полетели по воздуху в виде полосок черного света, чтобы собрать все находящиеся поблизости инструменты, которые потребовались ранее для создания формации. Тем временем Хань Ли издал длинный крик, и зверь плачущей души вместе с киринским леопардом немедленно ответили ему издалека. Один из них издал громкий обезьяний крик, в то время как другой ответил низким ревом, и оба они бросились к нему. Полоска черного света и полоска золотого света вскоре быстро исчезли в рукаве Хань Ли, и два зверя снова были помещены в этот браслет для хранения духовных зверей. Несколько мгновений спустя две женщины также закончили то, что делали, и все трое определились с направлением, поспешно покинув это место. Менее чем через полдня после того, как трио Хань Ли улетело, поблизости в воздухе вспыхнул зеленый свет, после чего появился шар зеленого света. В круге зеленого света была стройная и изящная фигура. Сделав круг в воздухе, шар зеленого света опустился на холм, на котором не так давно находились Хань Ли и другие. Зеленый свет погас, и появившаяся фигура, естественно, была никем иным, как Му Цин. Му Цин быстро огляделась вокруг, и выражение ее лица стало мрачным. Обычному человеку могло показаться, что здесь нет ничего странного, но она смогла легко идентифицировать оставшиеся следы гигантской формации заклинаний, которая была установлена здесь не так давно, а также остаточные колебания ограничений и чистую иньскую ци, которая висела в воздухе. Похоже, я опоздал. Их нет здесь уже какое-то время. Значит, ему удалось уничтожить метки с помощью какой-то формации. Раз он уже ушел, было бы чрезвычайно трудно попытаться найти его, пробормотала Му Цин с нерешительным выражением на лице. Да будет так. Я рискну ради сокровищ в дьявольской гробнице. Если бы я знала, что это произойдет, я бы наложил на него дополнительные ограничения. Му Цин стиснула зубы, и на ее лице появилось решительное выражение. Она поднялась в воздух, снова улетев прочь в виде шара лазурного света. Однако в этот раз она не улетела слишком далеко. Примерно через 2 часа шар лазурного света внезапно спустился в небольшую группу горных хребтов, которые казались совершенно обычными и невзрачными. Затем Му Цин спустилась в темную долину среди горных хребтов. Иньская ци здесь была чрезвычайно редкой по сравнению с остальными горными хребтами, поэтому здесь не было ни одного призрачного существа. Именно на это и надеялась Му Цин. Обыскав долину, чтобы убедиться, что поблизости нет потенциальных опасностей, она провела обеими рукавами по воздуху, выпустив из рук бесчисленные шары зеленого света размером с кулак. Шары света полетели ко всем частям долины, растворившись в земле.
После этого Муцин топнула ногой по земле, и духовный свет снова окутал ее, превратив в форму дерева. Бесчисленные белые корни вонзились в землю и разошлись во все стороны. Затем Муцин начала что-то повторять, сделав печать заклинания, и вся долина начала немного подрагивать. Почва на земле, где исчезли зеленые шары света, внезапно раскололась, и оттуда проросли бесчисленные саженцы, увеличиваясь в размерах со скоростью, видимой невооруженным глазом. За несколько вдохов все они выросли и превратились в массивные деревья, каждое по несколько сотен футов в высоту. Вся долина превратилась в пышный ландшафт, изобилующий духовной ци с элементом дерева. Еще более удивительным было то, что ни одно из этих деревьев не приросло на месте. Вместо этого все они меняли позиции по велению Муцин, и несколько мгновений спустя появилась массивная формация, охватывающая практически всю долину с Муцин в центре. Формация создала практически водонепроницаемую преграду вокруг этого места, после чего Муцин внезапно открыла рот, чтобы изгнать объект. Это была белая бусинка размером с яйцо, которая была слегка прозрачной, с золотыми узорами по всей поверхности. Бусина парила примерно в 10 футах перед Муцин, медленно вращаясь на месте. Муцин долго смотрела на бусинку, а затем вздохнула и осторожно протянула к ней палец. Глава 1513. Лесная сфера. Бусина выпустила вспышку лазурного света, и в свете начал формироваться объект. Когда свет погас, оказалось, что объект представляет собой массивную черную сосну. Дерево было чрезвычайно большим, но при этом выглядело весьма своеобразно. Казалось, что прямо по центру дерева проходит невидимая линия. По одну сторону линии дерева было очень пышным и раскидистым, а другая половина была полностью сухой и лишённой листьев, словно это было мертвое дерево. Это было древесное духовное тело Муцин. Она посмотрела на дерево со сложным выражением лица и быстро щелкнула 10 пальцами, накладывая одну печать заклинания за другой, и все они исчезли в черном дереве. Дерево резко вздрогнуло и погрузило небольшую часть себя глубже в землю, а затем упало совершенно неподвижно. Однако Муцин на этом не остановился. Она снова открыла рот, выплюнув шар зеленой эссенции крови, и направила его в сторону черного дерева, а затем исчезла в небольшой выпуклости на стволе дерева. После этого Муцин начала что-то повторять и одновременно подняла обе руки, выпустив еще 2 столба зеленого света, каждый из которых также растворились в деревьях. В следующее мгновение шар зеленого света внезапно вырвался из того места на стволе дерева, где только что исчезла эссенция крови. Кора на дереве начала скручиваться и деформироваться, формируя набор очень естественных черт лица. Лицо на стволе дерева непрерывно корчилось от боли, словно живое существо. При ближайшем рассмотрении можно было бы обнаружить, что это было лицо Цзинлиня. «Проснись!» — закричала Муцин, приподняв брови, а затем наложила еще одну печать заклинания. Небольшая часть ствола массивного черного дерева внезапно раскололась посередине, и изнутри выскочила золотая обезьяна. Золотая обезьяна тут же опустилась на колени и сказала: «Цзин Лин выражает свое почтение госпоже. Моя госпожа, зачем вы разбудили меня? Неужели ты можешь подняться? Хорошо, что ты оставил духовный аватар самого себя в моем теле до того, как мы ушли. Изначальный Цзин Линь уже пал, так что теперь ты Цзин Линь», — вздохнула Муцин. Выражение лица золотой обезьяны немного изменилось, услышав это, но затем она почтительно сказала: «Значит, я действительно умер. Мне было интересно, почему я не могу ощутить существование своего истинного тела. В таком случае я готов продолжать служить моей госпоже вместо Цзин Линя. Вы пожертвовали своей кровью, чтобы призвать меня, так что у вас должно быть есть для меня дело, верно?» «Верно. Метка, которую я поставила на теле Ханя, была уничтожена, и я потеряла его след. Я готовлюсь использовать свою лесную сферу, чтобы найти его, но в этом случае мне придется использовать силу моего истинного тела. Следовательно, мне нужно, чтобы ты защищал мое духовное дерево, которое является моей истинной формой, и я создала мощную формацию поблизости. Даже если такие могущественные существа, как Лю Цзу, попытаются войти в эту область, она сможет остановить их на некоторое время. Формация даст тебе достаточно времени, чтобы забрать мое истинное тело и сбежать отсюда», — сказала Муцин торжественным голосом. «Лесная сфера. Это чрезвычайно утомительно для ваших сил, моя госпожа. Если вы выпустите ее сейчас, вы не сможете использовать его снова в течение следующих 1000 лет. Вы уверены, что хотите сделать это?» На лице золотой обезьяны появилось удивленное выражение. «У меня нет выбора». Бусина, которую я видела в дьявольской гробнице в прошлый раз, содержала силу, которая была идентична моей основной силе, но частота и количество силы, заключенной в этой бусине, более чем в 10 раз превышают основную силу моего тела.
Если я смогу получить это сокровище, а затем потратить время на то, чтобы поглотить всю содержащуюся в нем силу, я не только смогу продвинуться в культивации, есть очень хороший шанс, что я даже смогу продвинуться выше. Следовательно, эта вещь для меня даже важнее, чем так называемый божественный эликсир адской реки, сказала Му Цин с решительным выражением лица. В таком случае, моя госпожа, я обязательно сохраню ваше истинное тело. Золотая обезьяна знала, что не сможет отговорить Му Цин, поэтому торжественно кивнула и позволила ей продолжить. Это все, что мне нужно было услышать, Цзин Линь. Твое изначальное тело уже разрушено, а твое нынешнее тело — тело деревянной обезьяны, которое я проявила своей собственной силой. Это тело не так мощно, как твое первоначальное, поэтому в настоящее время ты всего лишь великий духовный генерал на ранней стадии. Вот, я дам тебе это, чтобы укрепить твою силу. После короткой паузы Му Цин открыла рот, выбросив лазурное зеркало. Зеркало было размером примерно с человеческую ладонь, а задняя часть зеркала была выложена зелеными деревянными узорами. Появившись, оно стало во все стороны испускать яркий духовный свет, и даже с первого взгляда было совершенно очевидно, что это необыкновенное сокровище. Разве это не ваше небесное деревянное зеркало? Это то, что вы лелеяли в своем теле в течение бесчисленных лет, моя госпожа. Я бы не осмелюсь взять что-то столь важное. Вам понадобится это зеркало, чтобы защитить себя в дьявольской гробнице. Цзин Лин сразу же замахал руками, пытаясь отказаться от зеркала. Если мое истинное тело будет уничтожено здесь, какова польза от этого зеркала? Кроме того, кажется, ты не знаешь об этом. Несколько лет назад я получила другое духовное сокровище, и его сила не уступает силе этого зеркала. Кроме того, оно даже более эффективно для борьбы с дьявольской ци, настаивала Му Цин. Услышав это, Цзин Лин долго колебался, но в итоге согласился взять зеркало. Он ткнул пальцем в зеркало, и последнее тут же исчезло в его теле в виде полоски лазурного света. Помимо этого небесного деревянного зеркала, я оставлю тебе и эти два вечно зеленых духовных меча. Эта пара мечей будет даже лучше, чем те, что были у тебя раньше, немного подумав, сказала Му Цин и схватила гигантское черное дерево. Две ветви дерева вздрогнули и отделились от него. После вспышки лазурного света они превратились в пару мерцающих лазурных мечей и упали к дереву. В этом случае Цзин Линь не стал отказываться от предложения Му Цин. С радостным выражением на лице он прыгнул вперед, чтобы поймать два летающих меча, и, мельком осмотрев их, быстро привязал к своей спине. После всего этого Му Цин дала Цзин Линю еще несколько инструкций и вернулась, прежде чем вернуться к своей первоначальной форме. Полоска лазурного света поднялась в воздух над долиной и быстро удалилась. Вскоре после того, как Му Цин ушла, Цзин Линь активировала формацию заклинаний, которые она создала в долине. Пространство внутри всей долины исказилось и размывалось, создавая иллюзию, что внутри долины ничего нет, и невозможно было сказать, что что-то не так, глядя на этот мираж издалека. Му Цин неторопливо облетела по воздуху, и вокруг нее развернулась другая сцена. В этот момент область в радиусе 100 футов вокруг нее была залита пятнышками зеленого света. Окружающие проекции растительной жизни колебались, испуская вспышки чистой духовной ци элемента дерева. Мерцающий зеленый свет появился над телом Му Цин, после чего за ее спиной появилось массивное зеленое дерево. Она словно создала свой собственный мир в пределах области, освещенной зеленым светом. Спустя несколько мгновений Му Цин вернулась на холм, где она впервые обнаружила признаки местонахождения Ханьли, а затем спустилась на вершину. Она подняла руки вверх, и зеленый свет вокруг нее внезапно расширился во всех направлениях, охватив весь холм всего за несколько вдохов. Все проекции растительной жизни в этот момент проявились в реальных живых существах, укоренившись на земле и раскачиваясь на ветру. Весь холм превратился в густой лес, и в то же время корни гигантского дерева за Му Цин внезапно превратились в бесчисленные лазурные нити, струящиеся по воздуху. Некоторые из них исчезли в кустах, другие в мгновение растворились в земле. Му Цин закрыла глаза с торжественным выражением лица и нахмурила брови, словно пытаясь сосредоточиться на чем-то. Примерно через 10 минут она внезапно открыла глаза и пробормотала себе под нос. Итак, ему удалось уничтожить метки слежения, позаимствовав силы этих двух женщин. Похоже, что секретная техника, которую они использовали, неизвестна даже самой призрачной ведьме. Однако теперь, когда мне удалось определить направление, в котором они направились, я обязательно найду их в конце концов. После этого краткого монолога Му Цин внезапно сделала печать заклинания руками, и зеленый световой барьер снова уменьшился. Когда зеленый свет угас, растительная жизнь, проявившаяся в нем, начала исчезать на месте. В тот момент, когда на холме все нормализовалось, Му Цин поднялась в воздух и полетела в том направлении, в котором улетел Ханьли. Ханьли, естественно, не подозревал, что все демонические монархи напали на него одновременно.
Однако в качестве меры предосторожности он постоянно менял направление с тех пор, как покинул холм вместе с двумя женщинами. По его мнению, у демонических монархов не должно быть возможности снова выследить его, но он явно недооценил их способности. В настоящее время Ханьли летел над обширным желтым песком с двумя женщинами и что-то говорил Юанья и Янли во время полета. «Что? Ты планируешь найти пространственный узел, чтобы вернуться в мир духов?» Крик удивления сорвался с губ Янли, и она, казалось, была ошеломлена, услышав это. Так и есть. Изучая пространство как в человеческом мире, так и в мире духов, я обнаружил, что независимо от размера мира пространственные узлы будут существовать всегда, и чем меньше пространства, тем легче такие пространственные узлы найти. Эти так называемые пространственные разломы на самом деле являются просто альтернативной формой пространственных узлов. Если мы сможем найти пространственный узел в Адской реке, то, хотя мы немного рискнем, у нас будет очень хороший шанс вернуться в мир духов, спокойным голосом ответил Ханьли. Но, брат Хань, моя старшая боевая сестра, и я много слышали об опасностях пространственных узлов. Не только пространственные бури, с которыми нужно бороться, мы также не сможем контролировать местоположение выхода. Неужели это настолько опасно? Нерешительно спросила Юанья. Будет некоторый риск, но если я буду впереди, у нас будет как минимум 80% шанс благополучно пройти через пространственный узел. В конце концов, это Адская река, это лишь немного большее пространство в мире духов, а не настоящий мир сам по себе. Если только вы двое не хотите покидать это место и не желаете навсегда остаться в Адской реке, сказал Ханли, нахмурив брови. Честно говоря, мы можем спрятаться здесь и некоторое время культивировать, пока эти люди не уйдут. Инская и духовная ци здесь чрезвычайно богаты, поэтому это будет весьма полезно для нашей культивации, с улыбкой предложила Янли. Это плохая идея. Ты забыла о расе падёнок, фея Ян. Мы не знаем, когда прибудут подкрепления этой расы, и даже демонические монархи очень боялись расы падёнок, так что они определенно не то, с чем мы можем бороться. Адская Арсека — святая земля их расы, поэтому они, несомненно, понимают ее лучше, чем мы. Независимо от того, где мы прячемся, мы все равно не будем в безопасности. Кроме того, неужели вы двое отказываетесь от возвращения к человечеству, чтобы найти способ вернуть свои человеческие тела? Ханьли проанализировал медленным голосом. Глава 1514. Повторное появление призрачного тумана. Услышав это, Юанья и Ян Ли переглянулись между собой и увидели нерешительность в глазах друг друга. Они обе, естественно, не собирались отказываться от восстановления своих человеческих тел, и после краткого размышления Ян Ли сказала с кривой улыбкой на лице: «Похоже, я была слишком наивна в отношении нашей ситуации. Судя по твоим словам, ты, брат Хань, уже путешествовал через пространственный узел раньше. В этом случае, если мы сможем найти относительно стабильный пространственный узел, тогда моя младшая военная сестра и я, естественно, также хотели бы покинуть это место. Однако мы двое не знаем, как находить пространственные узлы. Будьте уверены, у меня есть несколько уловок, чтобы найти пространственные узлы, но нам придется немного подождать, прежде чем мы начнем наши поиски, по крайней мере, до тех пор, пока демонические монархи не откажутся от наших поисков. Независимо от того, они получили ли то, ради чего пришли сюда, они не останутся в Адской реке слишком долго, так как они также будут опасаться подкреплений расы падёнок. Период времени после того, как они покинут Адскую реку, и до того, как существа расы падёнок прибудут, будет идеальным окном, чтобы найти пространственный узел и совершить побег. Сейчас мы должны сделать чрезвычайно безопасное место и спрятаться на некоторое время, уверенно проанализировал Ханьли. Юанья и Ян Ли решительно кивнули в ответ, по-видимому, соглашаясь с тем, что это был вполне разумный план. Таким образом, после завершения обсуждения они продолжили свой путь, мгновенно исчезнув вдали. Несколько дней спустя трио Хань Ли поднялось в воздух над своеобразным водоемом. Вода внизу была черно-зеленой, и над ее поверхностью парил слой тонкого черного тумана. Еще более странным было то, что на вершине этого огромного водоема находилось множество островов разных размеров, и Хань Ли не мог определить, было ли это морем или озером. Трио Хань Ли продвигалось вглубь этого района целые сутки, но не было видно конца. Давайте пока спрячемся здесь. Этот водоем, скорее всего, не уступает по размеру океану. Даже если эти демонические монархи выследят нас до этого места, они не смогут найти нас в ближайшее время. Вдобавок ко всему, я чувствую, что, кажется, много устрашающих существ прячется в глубине воды. Таким образом, демонические монархи не осмелятся безрассудно исследовать местность своим духовным чутьем, поэтому они могут действовать для нас как своего рода дымовая завеса, спокойно проговорил Хань Ли, осматривая окрестности своими глазами духовного прозрения.
В настоящее время они находились в воздухе над плотным облаком тумана и видели много таких туманных облаков по пути сюда. Используя свои глаза духовного прозрения, Хань Ли смог определить, что за туманом скрывается остров. Юань Я и Ян Ли не могли видеть сквозь черный туман, но они без колебаний последовали за Хань Ли, когда он спустился в туман внизу. Однако дальнейшие события стали неожиданностью для всех троих. Черный туман казался вполне обычным, но как только трио влетело в него, они почувствовали, как черный туман приближается к ним, после чего духовная ци вокруг их тел мгновенно начала рассеиваться. Юань Я и Ян Ли тревожно вскрикнули. Несмотря на то, что они изо всех сил пытались удержаться в воздухе, они все еще погружались в туман. Хань Ли также был ошеломлен этим поворотом событий, но, к счастью, в прошлом он сталкивался с бесчисленным количеством непредвиденных инцидентов, поэтому он мог сохранять спокойствие, мгновенно переключившись между несколькими навыками культивации. Он одновременно использовал свою силу эссенции божественного света и первозданное истинное дьявольское искусство, но они также не смогли позволить ему собрать какую-либо духовную силу. В конце концов, он активировал трансформацию Кун Пена среди своих 12 пробуждающих трансформаций, и после превращения в огромную лазурную птицу он восстановил всю свою магическую силу. Хань Ли пришел в восторг от этого и сразу же расправил крылья, когда его тело стало еще больше. Он пролетел по воздуху и осторожно поймал двух женщин когтями, взлетев высоко в небо. После нескольких вспышек массивная лазурная птица появилась из тумана и показалась на больших высотах. Лазурный свет погас, и Хань Ли вернулся в свою человеческую форму. Юань Я и Ян Ли также восстановили свою магическую силу, но у них обеих все еще сохранялось выражение страха в глазах. Что это за ужасающий черный туман? Если бы брат Хань не спас нас, у нас были бы большие проблемы, пробормотала Ян Ли. Лицо Юань Я также было довольно бледным, но на ее лице медленно появилось странное выражение. Хань Ли заложил руки за спину и с задумчивым выражением на лице оценил черный туман внизу. Этот туман действительно довольно странный, но это чувство. Госпожа Юань, тебе он тоже показался знакомым? Спросил Хань Ли, повернувшись к Юань Я. Так и есть, брат Хань. Я однажды уже перенес подобное испытание в человеческом мире. В море рассеянных звезд меня охватил похожий призрачный туман прямо перед тем, как я вошел в царство Умбра, ответил Юань Я. Намек на недоумение на ее лице. Призрачная область и адская река, между ними должна быть какая-то связь, размышлял мягкий Знакли, поглаживая подбородок. Но все же здесь немного по-другому. Мне кажется, что туман здесь менее могущественен, когда дело доходит до ослабления духовной силы, чем призрачный туман мира людей. Хотя я не смогла собрать никакой магической силы, я все же чувствовала ее, но после того, как меня унесло в призрачный туман в море рассеянных звезд, я почувствовала, что ничем не отличался от смертной, нерешительно сказала Юань Я. У меня такое же чувство. Может быть, призрачный туман здесь хуже, чем в человеческом мире, или, может быть, мы просто лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с ним из-за нашего уровня культивации. Однако я могу сказать наверняка, что призрачный туман в человеческом мире, кажется, обладает более плотной духовной природой и поглощает всех приближающихся культиваторов, тогда как туман здесь, Хань Ли покачал головой, и его голос затих. В самом деле, брат Хань, черный туман здесь не пытался поглотить нас до того, как мы вошли в него. Говоря об этом, призрачный туман человеческого мира уносит человека в призрачную область. Приведет ли этот туман в другое пространство или мир? Глаза Юань Я загорелись от волнения. Я не уверен в этом. В конце концов, мне не удалось установить происхождение призрачного тумана и призрачной области в мире людей, вздохнул Хань Ли. Я вижу много других облаков подобного черного тумана поблизости. Интересно, все ли они обладают одинаковым эффектом? Неожиданно спросила Ян Ли, и в ее глазах промелькнуло любопытство. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся и, приподняв бровь, сказал: «Хорошее наблюдение. Подождите меня на мгновение, я скоро вернусь». Таким образом, лазурный свет вырвался из его тела, и он снова превратился в массивную лазурную птицу. С каждым взмахом крыльев он преодолевал расстояние более 100 футов и улетал вдаль, оставив Юань Я и Ян Ли смотреть с изумлением. Младшая боевая сестра Юань, брат Хань, несомненно, развил много способностей. Подумать, что он даже изучил секретную технику трансформации расы летающих духов, сказала Ян Ли, с удивлением щелкнув языком. Неужели ты забыла, что брат Хань вошел в земную бездну как священный ученик расы летающих духов, старшая боевая сестра? Неудивительно, что он овладел такой секретной техникой, ответила Юань Я с улыбкой. Ты можешь не знать об этом, младшая боевая сестра, но не каждый может стать священным учеником расы летучих духов.
Я слышала, что священные ученики расы летающих духов должны обладать не только истинной духовной крови соответствующего ответвления в их телах, существуют также другие обязательные условия, и даже для существ из расы летающих духов чрезвычайно трудно стать священным учеником. Интересно, как брату Ханю удалось достичь этого и изучить все эти способности, усмехнулась Янли. Понятно, кивнула Юанья, не отрываясь от того направления, куда улетел Ханли. После этого наблюдения в глазах Янли промелькнуло странное выражение, и она улыбнулась, сказав: «Для сравнения, мне на самом деле больше любопытно, почему брат Хань стал невосприимчивым к этому призрачному туману после превращения в эту птицу. Я тоже очень озадачена этим. Неужели секретная техника трансформации расы летающих духов содержит какой-то другой тип неизвестных элементов?» Юанья отвлеклась на этот вопрос и отвела взгляд со смущенным выражением на лице. Бесполезно рассуждать об этом, почему бы нам не спросить брата Ханя, когда он вернется? Он должен кое-что знать, Янли поджала губы с улыбкой. Разве это хорошая идея? Не будет ли грубо напрямую спрашивать его о способностях и искусстве культивации? Юанья сомневалась в этом. Хе-хе, учитывая отношения между нами, это не так уж много. Я просто думаю, что этот призрачный туман довольно странный, и я хотела посмотреть, сможем ли мы придумать какой-нибудь метод, чтобы противодействовать ему. Однако, в конце концов, я не так уж хорошо знаком с братом Ханем, так что лучше, если ты спросишь его вместо меня, безразлично ответила Янли. Юанья нахмурилась, услышав это, но в итоге кивнула в знак согласия, немного подумав. Через час вдали вспыхнул лазурный свет, и массивная голубая птица вернулась. После нескольких вспышек, в порывах яростного ветра птица оказалась перед двумя женщинами. Сразу после этого лазурный свет погас, и Ханьли вернулся в свою человеческую форму. Обладают ли другие облака черного тумана такими же свойствами, как это? Спросила Янли. Не все. Только некоторые из них обладают эффектом истощения, и большинство этих облаков тумана довольно большие по площади и к тому же очень плотные, серьезно ответил Ханьли. Обе женщины были весьма удивлены, услышав это. Должны ли мы снова войти в черный туман, чтобы исследовать его? Спросил Янли. Теоретически у нас уже достаточно знаний, поэтому было бы довольно неразумно исследовать такие вещи, но этот черный туман способен отрезать духовную силу и духовное чутье, поэтому, если мы можем спрятаться в нем, демонические монархи не смогут нас найти. Меня беспокоит только то, нет ли других опасностей в этом тумане, нерешительно ответил Ханьли. Если мы сможем избежать обнаружения демоническими монархами, тогда стоит рискнуть. В любом случае, ты не восприимчив к эффектам призрачного тумана после трансформации в свою форму Кунпена, верно, брат Хань? Сказала Янли с улыбкой на лице. Ханьли также улыбнулся в ответ, но прежде чем он успел ответить, Юанья внезапно вмешалась. «Брат Хань, твоя секретная техника трансформации принадлежит расе летающих духов, верно? Ты знаешь, почему у тебя иммунитет к призрачному туману после трансформации? Сможем ли мы с моей старшей боевой сестрой что-то сделать, чтобы также сохранить там нашу магическую силу?» Глава 1515. Тайна Раху. Хань Ли на мгновение задумался над этим вопросом и ответил: «Моя техника трансформации Кунпена действительно является техникой росой Тяньпен, но я не знаю, почему я не восприимчив к эффекту этого тумана после принятия этой формы. Я рассмотрел этот вопрос на обратном пути и выдвинул теорию, но я не уверен, что она надежна. Расскажи нам свою теорию, брат Хань, нет необходимости скрывать от нас секреты», — усмехнулась Янли. На лице Хань Ли появилось немного неловкое выражение, и он продолжил: «Раз вы двое культивировали в призрачной области мира людей столько лет, вы, скорее всего, знакомы с некоторыми легендами, окружающими это место. Ты имеешь в виду легенды о преисподней и звере Раху, брат Хань?» Спросила Юанья, изменившись в лице. В самом деле, о мире преисподней всегда ходили легенды, и никто на самом деле не мог проверить его существование, но однажды я лично видел зверя Раху в мире людей. Хотя я видел лишь очень маленькую часть зверя, явление, которое он вызвал своим появлением, было очень похоже на призрачный туман, ведущий в призрачную область, ответил Ханьли. Хочешь сказать, что призрачная область мира людей на самом деле является телом зверя Раху? Юанья открыла рот от удивления. У меня нет никаких других доказательств, подтверждающих это мнение, но я думаю, что это возможно. Истинный дух Кунпена — смертельный враг зверя Раху, так что, возможно, я могу пользоваться некоторыми способностями Кунпена после принятия его формы. Если туман здесь действительно имеет какое-то отношение к призрачному туману мира людей, тогда все будет иметь смысл, предположил Ханьли. Может быть, это так называемая адская река, тело зверя Раху? В таком случае, почему туман здесь немного отличается от призрачного тумана в мире людей?
— спросила Ян Ли, в недоумении нахмурив брови. Хань Ли не дал на это прямого ответа. Вместо этого он улыбнулся и ответил собственным вопросом. «У тебя сложилось впечатление, что этот Раху такой же, как Раху мира людей. Хочешь сказать, что это два разных зверя Раху? Это объясняет различия в тумане. Говорят, что зверь Раху невероятно массивен и способен пожирать небесное тело, такие как Солнце и Луна. Эта адская река явно далеко больше, чем призрачная область, так что мы должны находиться внутри тела зверя Раху, которое намного больше, чем в мире людей». Лицо Ян Ли слегка побледнело, когда она осознала это. Вероятно, дело не в этом. Хань Ли мрачно покачал головой. «А, ты хочешь добавить что-то еще, брат Хань?» Полюбопытствовала Юань Я. Туман в этом месте кажется совершенно мертвым по сравнению с призрачным туманом в мире людей. Я видел записи, в которых упоминалось, что, когда звери Раху достигают конца своей жизни и умирают, пространство в их телах перестает в коллапс и может существовать вечно. Хочешь сказать, что мы сейчас находимся в пространстве внутри трупа зверя Раху? Юань Я запнулась, услышав это. Хе-хе, я просто размышляю. Фактическую ситуацию еще предстоит проверить, усмехнулся в ответ Хань Ли. Я думаю, что ты очень близок к истине в своих предположениях, брат Хань. В таком случае все можно объяснить. Это связано с тем, что этот зверь Раху уже скончался, и инской ци в его тело гораздо больше, чем в призрачной области, что дает начало такому количеству призрачных существ высокого ранга. Интересно, знают ли демонические монархи об этом или уже поняли это на данный момент? Единственное, что я все еще смущает то, что здесь существует духовная ци и духовные жилы. В призрачной области вообще нет духовной ци, и магическую силу там невозможно использовать, размышляла Ян Ли. Кто знает? Возможно, могущественные существа расы падёнок изменили это место после того, как обнаружили его, или, возможно, эти изменения естественным образом происходят после смерти зверя Раху. В любом случае, ничто из этого не имеет никакого отношения к нашей текущей ситуации, поэтому нам не нужно слишком углубляться в эти вопросы. Единственное, что меня интересует, это может ли этот черный туман на самом деле вывести нас от адской реки. Если это место является той же сущностью, что и призрачная область, тогда здесь тоже должен быть выход. Если здесь действительно есть выход, то это намного безопаснее, чем проходить через пространственный узел, сказал Хань Ли с волнением в глазах. Ты прав, брат Хань. Ты нашел что-нибудь подозрительное в облаках призрачного тумана, которые исследовали ранее? Спросила Ян Ли. Нет. Помимо того факта, что черный туман может также блокировать магическую силу и способности, других примечательных открытий не было. Конечно, я обыскал только несколько облаков тумана поблизости. Раз этот черный туман существует здесь, выход также должен быть где-то в этом районе. Должны ли мы попытаться найти выход прямо сейчас или спрятаться здесь на некоторое время, как мы изначально планировали? Спросил Хань Ли. Раз выход может быть поблизости, давайте попытаемся его найти. Возможно, мы сможем найти его довольно быстро. В таком случае мы сможем выбраться из этого места, так что нам не нужно будет рисковать, прячась, немедленно ответила Ян Ли. Юань Я, на мгновение помедлив, кивнула в знак согласия. Ты права, старшая боевая сестра. Если мы спрячемся здесь, как мы изначально планировали, демонические монархи все равно смогут нас выследить, или, возможно, нас даже будет преследовать раса падёнок, если их подкрепление прибудет раньше, чем ожидалось. В любом из этих сценариев нам конец. Услышав это, Хань Ли глубоко задумался. Предложение, сделанное двумя женщинами, было вполне разумным, но он не мог избавиться от чувства беспокойства, которое мучило его в течение последних нескольких дней. Он чувствовал, что что-то не так, но не мог понять, что именно, и это заставляло его сильно сомневаться в том, что делать дальше. После долгих размышлений над этим вопросом он наконец сказал: «Хорошо, давайте поищем здесь выход, но мы можем провести в поисках самое большее 2 дня. После этого мы должны сразу же спрятаться. Я думаю, нам следует быть в безопасности в течение этого периода времени». Хань Ли предложил компромиссный курс действий. Услышав это, Юань Я и Ян Ли переглянулись между собой и кивнули в знак согласия. «Хорошо, давай сначала исследуем черный туман под нами. Даже если мы не сможем найти здесь выход, давайте создадим временную базу, где сможем спрятаться, если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства. Видя, что моя сила Кун-Пен невосприимчива к этому туману, у меня есть способ временно дать вам обеим иммунитет к его эффектам», сказал Хань Ли с улыбкой. «Это правда, брат Хань». Юань Я и Ян Ли были в восторге от этого. Хан Ли улыбнулся, и позади него с раскатом грома появилась пара крыльев.
Он взмахнул парой крыльев, и их цвет резко изменился. Одно крыло приобрело лазурный оттенок, а другое крыло непрерывно мигало пятицветным светом. Оба крыла были блестящими и полупрозрачными и представляли собой великолепное зрелище. Хань Ли все это время маскировал свои грозовые крылья под крылья Тяньпэна и, наконец, раскрыл истинную форму духовного сокровища. Женщины первый раз видели эти крылья в их истинной форме, и обе были совершенно ошеломлены увиденным. Мало того, что внешний вид этих крыльев резко изменился, излучаемое ими духовное давление также стало настоящим шоком для двух женщин. Прямо в этот момент Хань Ли взмахнул крыльями и завис перед двумя женщинами с двумя полупрозрачными перьями в руках. Это перья, появившиеся из ауры Кунпэна. Вы можете попробовать ввести в них свою магическую силу. Возможно, они смогут дать вам иммунитет к туману, сказал Хань Ли с улыбкой. Юань Яо и Ян Ли переглянулись, и оба отнеслись к этому немного скептически. Однако Ян Ли тут же сделала хватательное движение, протянув руку к одному из лазурных перьев, а затем вложила в него свою магическую силу, как предложил Хань Ли. Шар лазурного света рассыпался вокруг нее с глухим ударом, окутав все ее тело. Похоже, это действительно работает. Я пойду первой. Если я упаду, постарайся поймать меня, брат Хань, усмехнулась Ян Ли. Хе-хе, конечно. Я буду рядом с тобой, фея Ян, ответил Хань Ли, превратившись в огромную лазурную птицу, а затем полетел вперед в черный туман. Ян Ли взяла лазурное перо в руке и приготовилась последовать ее примеру. «Будь осторожна, старшая сестра боевых искусств», — обеспокоенно проговорила Юань Яо. «Не волнуйся, со мной все будет в порядке, если за мной присмотрит брат Хань», — ответила Ян Ли с улыбкой и медленно спустилась в туман. Юань Яо смотрела, как Ян Ли уходит, а Хань Ли ждал, когда она спустится в туман. Вскоре Ян Ли, наконец, вошла в черный туман, и изнутри раздался ее радостный голос. «Это действительно работает. Я все еще не могу использовать большую часть своей духовной силы, но ее более чем достаточно для полета и использования обычных сокровищ». Хань Ли, казалось, уже предсказал это, и он усмехнулся. «Хе-хе, приятно слышать. Спускайся, фея Юань, мы вместе исследуем этот туман». Юань Яо тяжело вздохнула с облегчением, услышав их голоса, и перед тем, как спуститься, она также вложила свою магическую силу в оставшееся лазурное перо. Однако как раз в этот момент круто развернулся неожиданный поворот событий, спокойный черный туман внезапно начал клубиться, после чего снизу поднялся порыв свирепого ветра. Внезапно черный туман превратился в огромный вихрь, завывающий от ярости. Хань Ли был ошеломлен этим внезапным развитием событий. Из водоворота вырвались яростные ветры, и их огромная сила всасывания пыталась втянуть его тело в водоворот, но этого было недостаточно, чтобы полностью захватить его. Сила всасывания была достаточно мощной, чтобы немного замедлить его, но он все еще мог мгновенно подлететь Ян Ли, схватив ее когтями, и попытался вылететь из черного тумана. Однако в вихре внезапно грянул гром, и появилось бесчисленное количество угольно-черных молний. Сердце Хань Ли дрогнуло при виде этой знакомой сцены. Черные дуги молний неслись по воздуху очень быстро, но Хань Ли не мог двигаться так быстро, как обычно, из-за огромной силы всасывания. Вспыхнул черный свет, и он и Ян Ли исчезли в водовороте. Юань Яо была ошеломлена, увидев это, глядя сверху, но прежде, чем она успела что-либо сделать, черный вихрь резко расширился во всех направлениях. Юань Яо не смогла избежать быстро расширяющегося вихря, поэтому она также исчезла во вспышках черной молнии.